Всем привет, народ! Сегодня мне на обзоре очередной гайковерт от бренда Шидоку. Модель гайковерта SHG3, ну и приехал уже в привычном желто-черном кейсе. Значит, гайковертик вот этот вот приезжает в такой вот упаковочке, то есть картонная коробка, цветная, расцветная, все указано, все подписано, все расписано. Вот, нигде ничего не примято, все дошло в целости и сохранности. Ну а мы вскрываем и смотрим, что к нам приехало. Вот так все наше действо упаковано. Значит, сразу нас встречает инструкция. Инструкция на русском языке, что не может, в принципе, не радовать. Вот такой вот буклетик. Все в цвете. Опять же, много разных вниманий и примечаний. Здесь, опять же, если кому вдруг, не дай бог, понадобится, сканируем и переходим в службу поддержки. Ну, а я, наверное, заверну страничку с характеристиками, и мы посмотрим, что да как здесь у нас указано. Так, модель SHG3, 21 вольт, 4 ампера аккумулятор, 2 в комплекте, движок бесщеточный, 700 ньютон на метр. Запоминаем, 1/2 квадрат, 3200 оборотов в минуту. Это, наверное, уже тоже сильно завышено. Но мы с вами, конечно же, все это дело проверим. Количество режимов работы на отвинчивание 2. Ну, подразумевается основная скорость и скорость с автостопом. Количество режимов на закручивание 3. Функция удара есть, функция реверса есть. И подсветка рабочей зоны есть. Отлично. Ну и вот наш комплектик. Извиняюсь, забыл я убрать все эти пакетики, как всегда. Ну да ладно, уже забыл так забыл. Итак, поставляется с 3 основными размерными головками и штифтом с резинкой для крепления головок на, собственно говоря, шпиндель. Штифт благополучно потерян, возможно, где-то в кейсе лежит. Головки, друзья, вот чем отличается Шидоку, мне нравится. Головки не хром ванадий, а хром молибден. Это огромнейший плюс для того, кто купит данный инструмент, и ему уже не придется искать хорошие головки. В каком-то из видео я даже демонстрировал отличие хром ванадий от хром молибден. Итак, 17, 19, 21. Класс, головки супер. Кстати, где-то в отзывах я тоже читал, люди много пишут, что очень хорошие головы. Будем, как говорится, верить. Ну, в принципе, верить я вот верю своим глазам. Все железная, отличная головка. Нет, я не могу не проверить все это дело. Берем весы, так, вам будет видно. И давайте. Головка на 17, 187 грамм. Головка на 19, 213 грамм. И головка на 21, 237 грамм. Вот такие вот, друзья, классные головки. Классные за свои, в принципе, деньги. Продолжаем. Комплектация. Всем известных аккумулятора на 4 ампер-часа. Можно контролировать как нажатием кнопочки этой, можно контролировать и нажатием кнопочки вот этой. Заряд имеется в виду, да. Корпуса классные, низ прорезинен, все сделано брендировано и все сделано как бы для человека. Может заряжаться как комплектной зарядкой салазкового типа, так и зарядкой так и зарядкой штырькового типа. Видите, в основном делают здесь. Шидоку уже пошел и сделал здесь. Ну, в принципе, разницы как бы и нету, где находится данный разъем. Второй точно такой же аккумулятор с точно таким же зарядом. Ну, в принципе, корпуса просто замечательные. Итак, зарядка салазкового типа, брендирована Шидоку. Все как мы с вами любим. Ну и заявлено 2 ампера. Опять же, тестировать все это дело, друзья, мы не будем. Нет на это просто никакого времени. Во, нашел сей штифтик. Отлично. Так, достаем наш гайковерт. Ну и вот, народ, наш гайковертик. Вот такой вот сей чудный девайс. Короче, размер компакт. Вот ладошка, вот видите. Очень маленькая штуковина, да, очень маленький инструмент, очень компактен и будет удобен где-то там, крутя ваш автомобиль, подлазить в разные слабодоступные зоны. Итак, что мы здесь видим? Значит, квадрат у нас 1/2 дюйма, максимальный момент 700 ньютон на метр,
3200 оборотов в минуту. Ну, судя, это максимальная скорость без нагрузки. Собран просто замечательно. То есть, опять же, как я говорю всегда, шов виден, но абсолютно никак он не слышен руками и абсолютно не мешает работе. В руке лежит как пистолет Макаров. Все четко, шикарно и отлично. О, даже заряд еще был. Лампочка, видели, мигнула. Так, дальше. Все, что черное, все это у нас прорезиненное. Ну, колокольчик, видите, какого размера маленький. И, друзья, честно вам скажу, что я не думаю, что он 700 ньютон возьмет. Если возьмет 500, это будет просто супер. Площадочка, смотрите, уже двигается. Замечательно. Замечательно и отлично. Так, ну что, мы с вами не теряем времени. И давайте займемся, конечно же, измерением оборотов. Берем мою всем знакомую головку на 18. Есть такое дело. Включаем тахометр. Так, и что у нас по оборотам, друзья? По оборотам. Давайте-ка возьмем мы аккумулятор и посмотрим. Итак, включаем. У нас сразу установлена первая скорость. Давайте переключим на вторую скорость. Надеюсь, видно. Поработали, сняли аккумулятор, разрядили. Установили аккумулятор и включили. И мы видим вторую скорость. То есть, что присутствует у нас память, что есть очень хорошо. Это замечательно, клянусь Богом. Ну, а мы начинаем с первой скорости и будем измерять обороты первой скорости. Поехали. Поскольку по скоростям у нас обороты не расписанные, мы с вами будем это все дело как бы узнавать. Поехали. $1610. И обратите внимание, насколько тихонечко работает данный гайковерт. Просто шик и класс. Если у нас скорости от нажатия кнопки, да, пожалуйста. И мне хочется самую минимальную замерить. Вот так. И это у нас 500, грубо говоря, 50 оборотов. Шикардосно. Вторая скорость. Погнали. Ну, видите, то же самое. Поехали тестировать. 2122 оборота. А это у нас, мы помним, это уже предельная скорость почти всех вот гайковертов. Максимальная была. Но у нас заявлено 3200. Смотрим дальше. Третья скорость. Поехали. Ха-ха-ха, 2600. Еще разок. $2600, друзья. Ну, нам уже с вами не привыкать, что производитель всегда немножечко все это дело завышает. Так, теперь берем обратно весы и займемся измерением. Наверное, буду измерять с головкой, то есть с рабочим инструментом, чтобы все прекрасно понимали и видели. Хотя могу, в принципе, и снять головку. Итак, кило 600... Ух ты, блик! Оп! Кило 600 у нас с головкой без аккумулятора. Взвешиваем с аккумулятором. В рабочем состоянии 2 килограмма 240 грамм. Так, ну и кому интересно, давайте уже свесим, и мы без головки. Стоять будешь? Будешь. 1377 грамм. Все, со взвешиванием мы покончили, друзья. Переходим к его разборке. Разберем, посмотрим, из чего он состоит внутри. Если один человек построил, другой завсегда разобрать может. Все разобрал, раскрутил. Надеюсь, друзья, что все. А то, как обычно, я забываю один винт. Значит, смотрите, колокол у нас прикручен вот такими вот винтами под крестовую отверточку. Все остальное собрано стандартными вот такими винтиками одного размера под Torx 10. Кому интересно. Вскрываем заднюю крышку. Крышка у нас является опорой подшипника ротора.
И в крышке, видите, у нас установлена пластина, металлическая пластина. Вот точно такая пластина была установлена на гайковерте по Туапро малыше. Вот я делал тоже обзор, и там китайцы, видео даже было на магазине в Алиэкспресс, что они этим гайковертом забивали гвозди. Вот гвозди я тоже им забивал. Тут я уже не буду гвозди эти забивать, смысла нет, тем более в описании этого как бы и нету. Так, крыльчатка у нас здесь, поэтому ротор мы должны с вами извлечь. Ротор выглядит следующим образом, опять же 26 мм, по-моему на 20 мм длиной. Ну давайте проверять. Все по ходу, да, 26 миллиметров. Как я и думал. Именно это я и полагал. И 20 миллиметров, по-моему, длина. Да, 21 даже миллиметр. Ну, 20, будем считать 20. Ну, вот общая длина ротора 64,85, 65 миллиметров. И оснащен подшипником с внешним диаметром 16 миллиметров, а этот, наверное, 19. А, и этот 16, то есть два одинаковых у нас подшипничка. Вот. Давайте, наверное, по ходу дела. Все это дело я буду взвешивать. Вдруг кому-то интересно, а то люди пишут, почему не взвесил это. Ну, друзья, не могу я все как бы в голове держать и взвешивать. 105 грамм имеет вес наш ротор. Все, дальше вскрываем, смотрим, колокол выйдет так или нет. Выходит. Так. Вышел колокол. Внутри у нас следующая картина. На солнечной шестеренке смотрите, какое обильное количество смазки. Вот поэтому смазки сюда, наверное, и не нужно добавлять. Хотя, сейчас достанем вот эту вот часть. Давайте взвесим сразу весь колокол с наковальней, с молотком и с корпусом. 624 грамма. Так, потихонечку вынимаю все. Ух ты, смазки тут все-таки, друзья, хватает. Она такого цвета невидного. Здесь тоже смазки хватает. Здесь смазки хватает как бы. Вот по стенкам смазка в принципе как бы и не нужна, друзья. Так, что мы сделаем? Кусочек бумажки. И взвешиваем редуктор вместе с молотом. 327 грамма. Друзья, опять же, редуктор от молота я не отнимаю, не разбираю. В этом смысла я никакого не вижу. Почему? Потому что весь вес редуктор-молот работает на удар. Весь вес, а не по отдельности там чего-то. Я думаю, вы со мной в этом согласитесь. Так, это ставим сюда. Следующий кусочек бумажки. Так, и вынимаем, собственно говоря, нашу наковальню. Вот так выглядит наковальня. Наверное, габаритные размеры кому-то будут интересны, да? Давайте. Давайте забабахаем. Итак, размер следующий. 37,79. Размер, вот этот вот диаметр возьмем. 19,93. Внутренний диаметр. 8 миллиметров. Обычно тут десяточка. 8 миллиметров. Странно. Еще разок. 8 миллиметров с плюсом, как ни крути. Есть отверстие под смазку, как мы видим, что тоже замечательно. Так, дальше общий диаметр 17,94. Ну и квадрат 1,2 дюйма. И что у нас? Общая длина 48,17. И толщина, конечно же, 5,55. 3 пятерки. Что-то 3 пятерки. Это хорошо. Ну и взвешиваем. 84 грамма. Так, и взвешиваем отдельно вот этот вот колокол. Значит, смотрите, внутри никаких канавок я просто не вижу, друзья. Просто не вижу. Их нет. И впрессована металлическая втулка, плюс лежит вот эта вот металлическая шайба. Итак, вес 213 грамм. Все, с развесовками мы, наверное, с вами покончили. И приступим к просмотру электрической части. Что да как да почему. На корпусе я останавливаться не буду. Корпуса классные. Это мы уже с вами не раз посмотрели. Ну и вот общий вид, общая картина нашей электрической части. Смотрим. Значит, токосъемный башмачок. Что у нас по пайке? Пайка шикарная. Припоя много. Все залито отлично. Опять же, башмак. Вернее, даже башмак и сам инструмент под батарею.
типа размера Makita. Вот еще раз показываю, чтобы все знали и больше не переспрашивали. Люди смотреть на перемотках видосы, и потом начинаются вопросы непонятного характера. Посмотри все видео, тогда задавай вопросы. Контроллер. Контроллер у нас идет в алюминиевом корпусе. Обратите внимание, корпус первый раз я такое вижу. Обклеен вот этой вот мягкой вот этой вот поролонкой. То есть, чтобы не было никаких лишних вибраций. Так, и у нас, собственно говоря, имеется вот такой вот, я не знаю, друзья, будет ли вам видно, какой-то не то серийник, не то, не знаю, не то номер на контроллеры. Светодиодик, конечно же, у нас уплыл куда-то в степь. Это все на место. Кнопочка стандартная с оборотами. Вот так вот публикую, вдруг кому-то будет нужна маркировка. Так, ну что, вынимаем движок. Измеряем. Движок по виду 48 мм у нас. Вот такая вот обойма алюминиевая с резинкой. То есть немаловажный момент. Все закрывается резинкой, и смазка уже через щели не прет. Ну и внутри установлен вот такой вот большеватый подшипник, что обеспечит, я надеюсь, долгий срок службы. Так, вынимаем движок. И сразу же, наверное, измеряем, да? Так, на глаз 48 мм. Да, 48 мм у нас размерность. Получается 48 на 20. 48-20. По металлу здесь тоже у нас будет, конечно же, 20-очка. О, ровненькая 20-очка. Движок бесщеточный, трехфазный, асинхронный. Так, провод. Где нам измерить провод? Во, место нашел. На глаз миллиметр. Вот, пожалуйста, миллиметр. Отлично. Отлично, неприлично. В принципе, друзья, все посмотрели, все померили. Что здесь можно было посмотреть и померить? Собираю и вперед на тест. Значит, ребята, собирал, да решил показать вам немножко свою одну мысль. Она мизерная, конечно, но все-таки. Смотрите, вы все помните, как я достал колокол, когда разобрал инструмент. Но доставать этот вот редуктор колокол лучше, когда мы полностью разберем корпус. И тогда, смотрите, вот так вот вынимается. То есть все в полном сборе. Практически. И кому интересно, давайте еще сделаем такое взвешивание целиком данного колокола. Так, его вес составляет 708 грамм. Второе. При сборке взял я пластик в руку. И смотрите, вот этот вот кусочек маленький, ну блин, чуть больше ладошки пластика, 122 грамм. То есть пластик реально классный. И третье, что я не показал вам в обзоре, это светодиод подсветки. У нас установлен уже вот на батарейном этом отделе, да, и светит прямо в зону работы, что тоже есть немаловажный плюс. Ну а теперь собираю и идем тестировать. Потестируем данного малыша. Шидоку 700 ньютон. Выставил я на динамо ключе 700 ньютон. Фокус, где фокус? Видно, да? Итак, погнали зажимать. Зажимать будем вот эту гаечку с 12,9 прочностью. Потому как эти все китайские шпильки мне что-то не внушают доверия. Зажимаем без подставки, друзья. Почему? Потому что на 36 головка и у меня нету под такую вещь подставочки. Едем. Так, перебор 728 ньютон. Летающая камера, вы уж извините, 728,0 ньютон. Так, снимаем все эти удлинители. Так, где моя головка? На 36. Вроде бы это, вроде бы это. Ну что, поехали смотреть. Так, что ж ты не налазишь-то? Итак, вперед. Опа! Ты смотри. Малыш, малышом.
а 728 ньютон уделал. Так, ребята, раз такое дело. Вы все помните, у меня на обзоре был такой гайковерт Древак, по-моему. Он был заявлен 600 ньютонов, взял 700 или 750 или 800, я уж не помню. Давайте мы попробуем с вами, значит, еще эксперимент. Добавим 800 ньютон, проверим, что получится. Так, а 800 у меня... О, есть, 800 ньютон. Надеюсь, видно. Сброс, сброс. Видно. Так, гаечку поджал руками. Ну и понеслась. Удлинители. Опа. Есть. Есть такое дело. Так, показания у нас не сбросились. Так, 802,5 ньютона, друзья. Летающая камера есть. Я думаю, все заметили. Ну что, как говорится, на бис. Оба-на! Класс. Второй раз грохнулся мой ключик. Надеюсь, что ему ничего не случилось. Первый раз было серьезно. Так, ладно. 800 ньютон. Ну, с Богом, как говорится. Поехали. Трудно, трудно, но он это сделал, друзья. Больше, думаю, смысла нету уже нам его гонять. Так, теперь, что теперь сделаем? Сколько у нас здесь скоростей, давайте вспомним. Раз, раз, два и три. Давайте проверим на 3 скоростях, сколько он зажмет. Ну, уже проверять будем, наверное, на вот этих вот гаечках китайских. Итак, погнали зажимать. Тест на зажим. Значит, давайте предлагаю взять полностью новый аккумулятор, заряженный. Вот. И погнали. Стучим по 10 секунд. Примерно, друзья. У меня таймера нету, я считаю в уме как-то. Плюс-минус пару секунд, вы уж извините. Поэтому 3-я скорость сразу. Сразу с максов начнем. Макс, средняя и первая. Поехали. Так, вторая скорость. Вторая скорость. Погнали. И первая скорость. Первая скорость. Не знаю, видно, не видно. Поехали. Десять. И мы с вами сделаем что? Скорость на откручивание 10 секунд. Вот на эту вот гаечку. То есть будем, откручивая, закручивать. Поехали. Вот такие дела. Кто не верит, пожалуйста, на отворот. Как мягко работает вообще, тихонечко. Вот. Ну и что? Переворачиваем тиски. Конечно, я могу давить снизу, но тогда показания сбросятся, и мы ничего с вами не увидим. Переворачиваем тиски и будем тестировать. Все, видите, делаю опять же без монтажа, чтобы все это дело вам было прекрасно видно и достоверно. Друзья, не знаю, кто там будет говорить, болты у меня не такие, кривые, косые. Вы извините, я инструмент получил, вы сами видите, что болты нехилые, на 32, на 36. Ну да, это китайские уже шпильки, это, видите, они под большим усилием растягиваются, но все же у нас есть ключик, которому, я думаю, можно доверять, поэтому
Поехали. Так. Головка у нас на 32-34. Ну что, начнем мы с какой? С первой скорости давайте, да? И усилитель. Давлю плавно, мягко. Совсем как-то пошло быстро. Так, смотрю, сам показываю вам. 258, ну, короче, 260 ньютон. Первая скорость. Есть такое дело, да? Камеру поставлю, наверное, вот так. Вы уж извините за летающую камеру, но по-другому не получается. Показать все вам. Делаю сброс. Вторая скорость. Погнали. Есть такое дело. Ух ты! Вот это номер. 444,4. Все четверки. Страйк. Вторая скорость. Страйк. Ну и что? Скорость номер 3. Скорость номер 3. Ну, давайте сброшу. Хотя, опять же, его сбрасывать не нужно. Он всегда идет с нуля. Поехали. $445. Что-то вторая с третьей совсем одинаково. Но опять же, друзья, шпильки китайские. Подкусывает их, закусывает, не знаю. Вот, показываю все как есть. Показываю все как есть. Так, и у нас зажим на откручивании. Поэтому опять же перевернем, наверное, тиски и посмотрим. Так, камеру я сюда поставлю. Как-то так. И давайте посмотреть. Сбросим. Ну что ж, погнали смотреть. Даже с каким-то треском. Ого! С треском. Ну и, пожалуйста. 708,3 ньютона в режиме откручивания, закручивая болт с левой резьбой. Во, блин, по-грамотному выразился как-то. Выразился по-грамотному. Это вы, конечно, на меня намекаете. Так, ну и, наверное, всем вам будет, друзья, интересен тот момент, какой ток потребляет данный гайковерт. Так, ну что, зажимаем гаечку нашу на 800 ньютон опять. Я надеюсь, вам видно. Вверху задание, снизу показания. Итак, погнали. И проверим, какой ток потребляет наш Шидоку 700. Есть контакт, смотрим сколько. 807,5 ньютона. Надеюсь, друзья, видно. Так, убираем ключики и делаем измерение по току. Так, смотрите фокус. Мой адаптер перестал защелкиваться в инструменте. Но вы все знаете, что синяя изолента всегда рулит и спасает ситуацию. Поэтому делаем вот так. И смотрим сюда. Я откручиваю, а вы смотрите за показаниями. Ух ты, как плохо-то. Буду левой рукой, наверное, откручивать. Так, надеюсь, вам видны показания. Поближе, может быть, даже чуть-чуть. Поехали. Все, он опять справился с 800 ньютонами. Пиковый ток 46 или 45,4 ампера.
Вот. Ну, а рабочий ток, друзья, был виден вам. Мне, к сожалению, он виден не был. Ну что, народ, вы тоже в шоке, как и я, от этого малыша, да? Не знаю, как я тестирую, что я тестирую. Ребята, на чем есть, на том и показываю. Что сделал, то и показываю. Да, китайские шпилечки у меня уже стали. Так как, когда были оригинальные, это все дело было бы как бы более-менее правдоподобно. Но на китайских шпильках такие вот моменты 700, 600, 800 ньютон, я думаю, тоже нормально. Уже большие моменты, там уже идет закус резьбы. Там, да, там уже будут как бы показания несправедливые, скорее всего, несправедливые по отношению к инструменту, потому что мы зажимаем, там, допустим, 700 ньютон, ну, я к примеру, а при закусе резьбы там вся 1000 выливается, конечно же, он не возьмет. Вот, эта гаечка немножко с крупнейшей резьбой, но какую нашел, такую, как говорится, и вам показываю. Но зато здесь прочность болта 12,9. Поэтому данный гайковертик, опять же, меня сильно удивил и будет хорошим помощником в хозяйстве. Вот, крутить легковые автомобили хватит и на колеса, и везде. Но опять же, при условии, когда у вас все зажато как бы с умом. А не так, как на сервисе зажимают пневмой. Вот я недавно крутил товарищу автомобиль, и у меня не справился даже мой самый здоровый гайковерт. Он мне говорит: ты ж сам зажимал. А я говорю: а кто тебе рычаг менял? А, да, я ездил на сервис. Ну, вот такие вот получаются ситуации. Поэтому ссылочка, как всегда, в описании. Шидоку делает качественный инструмент. Это уже мы не раз, наверное, посмотрели с вами. И, как говорится, на моем стенде, не знаю, правдивый, неправдивый, друзья, решать вам, но вот мы своими глазами как бы все видим. Стараюсь вам показать все, разобрать полностью, целиком, чтобы вы все видели, как, что, зачем и как, и из чего сделаны наши девчонки, да. Вот. Ну, также стараюсь показать все данные тесты без всякого монтажа, без вырезок и без пауз. Тем более, что при тесте, когда я вам хотел показать ток, вот, сказал, да, я зажал все это дело, начал откручивать, и у меня выскочил адаптер. Вот, почему я его изолентой замотал. Что-то тут, видимо, уже с зубом, что он никак не держит. Ну и плюс вибрация, конечно же, выпадает. Короче, раз, два, три. Он 3 раза уже открутил по 800. Просто это в кадр не вошло. И вот на 3-й раз я уже догадался замотать все это дело изолентой, чтобы не вываливалось, и показать вам. Вот. И он взял 3-й раз 800 ньютон. На удивление. На этом, друзья, все. Хватит этой болтовни. Ссылка в описании. Всем пока. Всех люблю. Подписывайтесь на мой канал.